Привет, друзья! Сегодня очень красивая, очень простая вроде бы задача. Дан квадратик ABCD, проведена диагональка АС и какой-то отрезочек ДК, который пересекает диагональ в точке М. И оказалось, что площадь вот зеленого четырехугольника 11 метров, красного треугольника 9 метров, и нужно найти площадь этого квадрата. И почему-то я уверен, что вы не угадаете ответ. Ну, давайте посмотрим, как можно решить эту задачу. Я использую две теоремки, потому что я дал искусственному интеллекту решить. Он решил долго, за 4 действия, причем один из них сомневался, правильно ли он решил, все проверял, а потом оставил все-таки тот ответ, который нас не устраивает. Итак, первая теоремка какая? Что если провести две диагонали в трапеции, то окажется, что площади треугольников, прилежащих к боковым сторонам, равны между собой. S1 равно S2. Ну, почему это так? Площадь треугольника ABD равна площади треугольника ACD. У этих треугольников общее основание и равные высоты, проведенные к этому общему основанию. Вот для левого треугольника и для правого треугольника. Наверное, площади эти равны? АБД и АСД, верно? Верно. Ну, а отбросив площадь треугольничка АОД от площади каждого из этих треугольников, мы получим S1 равно S2. И теоремка вторая. Диагональное разбиение четырехугольника. Здесь еще круче получается. У нас оказывается, что треугольники с площадями S1 и S2 имеют общую высоту. О, вот она. Так, так. И, значит, их площади относятся как основание. Вот. И здесь у треугольников с площадями S4 и S3 тоже общая высота. И, значит, их площади относятся как основание. Ну, я могу обозначить эти основания M и N. И тогда оказывается, что S1 относится к S2 как M к N, но точно так же относится S4, S3 как M относится к N, S4 к S3. Отсюда и следует, что S1 умножить на S3 равно S2 на S4. Все просто. Вот если знать две такие вещи, любой искусственный интеллект мы вставим. Итак, давайте посмотрим, что нам дано и как мы получим ответ. Дано, что площадь треугольника 9, площадь зеленого 11, и нужно найти площадь квадрата. Правильно? Правильно. Ну что, беру жирный и черный. Обозначу площадь правого вот этого треугольничка x. Буквы даже не буду давать. Тогда площадь половины квадрата x плюс 9. Ну, давайте. ACD площадь x плюс 9. S треугольника ACD x плюс 9. Вообще решение здесь мгновенное, полуустное. Ну, ладно, так и быть, чтобы всем все было понятно. А так, на скорости можно и что-то пропустить. Площадь треугольника ABC тоже x плюс 9. Если отбросить 11, найдем площадь треугольника КЦМ. S треугольника КЦМ равна от площади x плюс 9, это половина площади параллелограмма, отбрасываем 11, x минус 2. X минус 2. Пишем x минус 2. Ну, собственно, можно сразу написать. Это x. X плюс 9 дает половинка площади квадратика, а там x минус 2 плюс 11 тоже дает x плюс 9, площадь треугольника ABC. Согласны? И теперь эксклюзивчик. Главное, что не может додуматься искусственный интеллект, до построения. Хопа, провожу АК. И что у нас получается? А вот получается, что АКЦД – это трапеция. А раз это трапеция, работает теорема номер 1. Тогда вот эта площадь треугольника АМК равна x. CMDX и AMKX, верно? Верно. А теперь что работает? А теперь работает теоремка номер 2. X умножить на x равно x минус 2 умножить на 9. И все дела. Ну что, поехали? Поехали. X умножить на x равно... А давайте так, 9 на x минус 2. Вот, собственно говоря, все решение.
х в квадрате минус 9х плюс 18 равно нулю. По теореме Виета обратной 3 и 6, то есть х первое 3, х второе 6. Оба значения, оба корня подходят. Вот если х будет равно 3, тогда 3 плюс 9 – 12, и s1 будет 24. s1 – 24. А если х будет равно 6, 6 плюс 9 – 15, половина площадь квадрата 15 на 2 – 30, s2 – 30. То есть нам подходит и этот ответ, и этот. Ну, надо вписать в контрольный лист ответов только один ответ, поэтому правильный ответ другое. Напишите, кто так и сделал. Ну и спасибо, что смотрите наши ролики. До новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.